Здрасте, это рубрика «Мотозона», и сегодня я вам принес совершенно потрясающую историю про время, технологии и ход изобретательской мысли. Вот эта штука называется Honda Мотокомпа. Крохотная двухколесная машинка, которую придумали, видимо, где-то в конце 70-х и начали производить в начале 80-х для того, чтобы решить одну очень важную проблему, которая существовала уже тогда и по сей день никуда не делась. Я имею в виду городские заторы. И надо было придумать нечто такое, что позволит этих заторов избежать. Что бы это могло быть? Подумали японцы и придумали, собственно, Мотокомпа. Вещь на самом деле абсолютно гениальная, потому что, с одной стороны, нельзя сказать, что это какое-то прям откровение Божье. Да ничего подобного. Уже во время Второй мировой войны делали небольшие складные скутеры для военных. С одной стороны, но с другой на гражданке ничего подобного не было. И если ты служишь в армии, то уж прости, родной, что тебе дали, на том и ездишь. А если у тебя есть свобода выбора, так ты заставь человека купить что-то такое маленькое, кургузое, в придачу складное. Зачем оно ему надо? Затем, что этот скутер можно возить с собой в машине. По размерам он таков, чтобы помещаться в Honda Jazz, которую в Японии называли Honda City, и, в принципе, под именем City эта машина чаще упоминается именно в контексте мотокомпа, потому что, как я понимаю, это вообще история для внутреннего рынка. Это еще одна зацепочка, которая на самом деле отсылает нас к дню сегодняшнему, но к дню сегодняшнему мы все-таки перейдем в конце. А пока продолжим. Казалось бы, в принципе, ничего нерешаемого в этой задаче нет. Ты просто берешь малюсенький мотоцикл и делаешь так, чтобы у него складывалось примерно все. С одной стороны. Но с другой, мы сейчас перейдем к разборке этого аппарата, и на каждом шагу у инженеров были какие-то проблемы. И они их как-то решали. Не все режимы использования автомобиля одинаково полезны для аккумулятора. Если поездки у вас короткие, городские, особенно, кстати, если они короткие и в придачу редкие, батарея в вашей машине может чувствовать себя не слишком хорошо, а впереди зима. Что делать? Подзарядить ее устройством марки Беркут, чтобы зимой не было лишних проблем. Есть нюанс. Каким именно из этих двух устройств, скажем, тут 8 ампер у нас ток, здесь 4, что выбрать? Арифметика приходит нам на помощь. Мы находим емкость аккумулятора, она всегда указана на корпусе, 70 ампер-часов, делим эту величину на 10, получаем 7. 8 как бы поближе, соответственно, такая зарядка нам подходит, мы заряжаем аккумулятор, чувствуем себя спокойно, но это вовсе не означает, что зарядку можно положить на полку у гаража и не вспоминать о ней еще год. Снимаете батарею своего мотоцикла или квадрика, или какой-то другой техники и поручаете в межсезонье этому девайсу. Он будет за батареей следить, и поэтому по весне батарея будет бодрая, веселая, и техника будет вас радовать. Тут есть специальный, кстати, мотоциклетный режим, есть режим восстановления, есть еще какие-то режимы. Штука многофункциональная, клевая, полезная, классная, надежная. Включаем устройство в розетку 220, подключаем клеммы, соответственно, с помощью единственной кнопки подбираем нужный режим. Даже я легко разобрался, и, собственно, все. Скоро с батареей все будет прекрасно. По моему промокоду ее можно купить со скидкой. Кстати, можно купить со скидкой и, например, кому-нибудь подарить на Новый год. К примеру, или на день рождения. Массу способов использования промокода можно придумать. В любом случае, ссылки в описании. Ну а мы продолжаем. Итого, давайте попробуем перевести Мотокомпа в боевое положение. Кстати говоря, я специально не сделал этого ни разу. Сейчас буду учиться прямо на ходу. Вы наблюдаете первую попытку собрать этот скутер от человека, который прежде никогда этого не делал. Для начала снимаем эту панель. Дальше у нас руль. Как сложить руль скутера таким образом, чтобы он уместился внутри скутера? Его надо сделать достаточно сложные формы. Здесь крепление, я не знаю, как этот тип сочленения называется на инженерном языке, но мы должны попасть
в зацепление вот этими металлическими деталями и привернуть вот такую вот штуковину. Все, пол руля у нас есть. Теперь обратите внимание. Будет вторая половина руля, она похожая, но что делать с приборной панелью? Куда ты ее поставишь так, чтобы она убиралась в скутер? Не самая простая задача, поэтому здесь, если не уникальное, то очень редкое решение использовано. Попробуйте, вспомните мотоцикл, у которого приборы на одной половинке руля. Получилось? У меня тоже не получилось. Но это пришлось придумать, когда дело дошло до мотокомпа. С второй половинкой руля ситуация похожая. Опять-таки мы ее достаем, устанавливаем, закручиваем и, в общем, практически получаем скутер. Вот если мы прямо сейчас попробуем его завести, то у нас ничего не выйдет. Тут, как на пистолете, есть предохранитель. И его можно отщелкнуть вместе с сиденьем. Все, сиденье теперь в боевом положении, теперь машинка заведется. Но на самом деле здесь опять же не так все просто. Вот топливный бак, расположенный, кстати, как на больших взрослых мотоциклах. Его объем 2 с небольшим литра. Цифра, кстати, достаточно значимая, потому что запас хода 100 километров. И здесь маленький 50-кубовый моторчик мощностью 2 с небольшим лошадки и 2 литра топлива он съедает на сотни километров пробега. То есть, в принципе, можно уехать достаточно далеко от своего Honda Jazz, если постараться. Сверх того, на многих больших мотоциклах того времени этого датчика не было, а здесь есть, вот, пожалуйте, уровень топлива. Можно ли созреть? Это ли не достижение? Я скажу честно, это достижение. И вот еще маслобак, мотор у нас двухтактный, все это как бы остро необходимо. Опять же, подножки, заметьте, вот тут они у нас откидываются. Причем в сложенном состоянии. Вровень с корпусом обирается, то есть ни за что не будут задевать. Казалось бы, все просто, но это просто только когда это уже сделано, опробовано, и когда мы это видим сегодня. Я совершенно уверен, что в ходе проектирования этой машины японцы очень основательно помучились, чтобы сюда влез и руль, и приборы, и топливный бак, и вот, скажем, например, зеркало. Я вообще не знаю, как оно устанавливается правильно, короче, оно здесь и есть. Мне потом помогут его зафиксировать, я недостаточно умел для этой операции. И, собственно, на этом этапе на мотике можно ехать, но, как ни странно, вот теперь-то имеет смысл о нем поговорить. Итого, начало 80-х годов. Посмотрите на этот дизайн. Это вот 80-е, как они есть. Это прорыв, это хай-тек, это новый взгляд на мир. Это не просто маленький мотоцикл, это новое десятилетие, это новая дизайнерская эпоха. Новый подход к мобильности, если хотите. То, о чем так много говорят сегодня. Мотокомпа олицетворял все это 40 лет назад. Его начинают выпускать вместе с джазом и начинают выпускать с размахом. Потому что Honda имеет право на размах. Простите, но эти ребята придумали суперкап, который разошелся тиражом 100 миллионов экземпляров. Естественно, они думали, что и с мотокомпа у них тоже получится. Не получилось. За какие-то жалкие 3 года производства они продали 50 тысяч таких машинок и в 83-м перестали их выпускать. И вы понимаете, это же японцы, они большие мастера до всяких мелочей и до мелочей достаточно внезапных. Скажем, в этой машине есть ни много ни мало противоугонная система. Вот так она выглядит. Блин, я оторвал противоугонную систему, теперь его ненароком угонят. Говорят, так оно и есть. Короче говоря, за столб, за дерево, за что-нибудь еще, за ногу соседа можно с помощью этого троса фиксировать мотоцикл. Идем дальше и находим стояночный тормоз. Как бы странно это ни звучало. Сейчас убираем противоугонку и вот здесь вот делаем вот такое вот действие. Вот. И получаем стояночный тормоз. Изящно и великолепно. И здесь у нас барабанные тормоза абсолютно микроскопические, такие же микроскопические, как и микроскопические колеса. Между прочим, подсос есть, все как полагается. И вот это вот еще открывается кран такой. То есть фактически включить мопед или выключить. Я так понимаю, это устройство. Пусть так и будет. Причем я абсолютно уверен, что не рассказал и половины всяких интересных тонкостей. Но вот все, что знаю на данный момент, все изложил. Вот честно. В очередной раз призываю всех подписываться на мой Telegram и Дзен. И там, и тут я иногда выкладываю всякие интересные штуки. И вот по случаю выхода мотокомпа тоже попробую проискать что-нибудь такое, чем вас порадовать. Короче, переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь. А сейчас я немножко на этом чуде покатаюсь. Кстати, максимальная скорость 30 км в час. Машинка крохотная. И давайте я сразу извинюсь за то, что на мне не будет экипа. Вот в этом сезоне я езжу в экипировке АУ российского бренда Dimox. Кстати, очень клевый экип, туристическая куртка просто бомба, в которой я сюда, в Краснодар, приехал. Но
Тут сегодня жара почти плюс 40, и я буду ездить по гаражам. Поэтому, ну, простите, останусь в джинсах, иначе я просто сварюсь заживо. Такая история. Honda Motocompa оставила, на удивление, скромный след в массовой культуре, хотя, казалось бы, вещица исключительная. Тем не менее, кое-где ее отыскать можно, например, вот в этом японском мультфильме. Пожалуйста, простите за шакальное качество, другого найти попросту не смог. Но это очень смешное зрелище, особенно если ты до этого попробовал сам прокатиться на мотокомпа. Вы посмотрите на экран. Тут тебе и езда на заднем, тут тебе дрифт, тут тебе скорости. Так вот, все, что вы видите, это только исключительно плод воображения авторов мультфильма. На самом деле, мотокомпы ездят, как бы это выразиться, совершенно наоборот. Прекрасно понимаю, что я в 1,5, если не в 2 раза тяжелее среднестатистического японца, а машинка одноместная в любом случае не едет. Вот не едет и все. Хотя, разумеется, мотокомпа надо понимать правильно. Это не самостоятельное транспортное средство, это дополнительная опция к Honda City. Ценой, кстати, в $330. За такие деньги ее продавали в Японии в те далекие годы. И принцип ее использования не в том, чтобы кататься по городу по делам. Проблема выглядела иначе. Среднестатистический японец приезжает на работу, и припарковаться ему удается в 2, 3 или даже 4 километрах от, собственно, входа на ту самую работу. Можно идти пешком, а можно достать из багажника мопед и эти пару-тройку километров проехать. Возможно, в таком ключе машина выглядит намного логичнее, но в любом случае недостатков у нее великое множество. Начать с того, что я на ней выгляжу, просто гротескно, но любой взрослый человек будет смотреться как медведь на велосипеде, согласитесь, и никуда ты от этого не денешься. В придачу едет она как-то, не крути, медленно, управляется своеобразно. Хотя, кстати, справедливости ради, какая-никакая подвеска в этой машине есть, и она даже со своей задачей более-менее справляется. С поправкой на размеры колес и всего транспортного средства, разумеется. Но все равно это больше мужская штука, потому что каким бы легким ни был мопед, 4 десятка килограмм для девушки все-таки многовато. В общем, слишком много ограничений, слишком много условностей, слишком много «но» было в Honda Motocompa. Кстати, забыл рассказать, что здесь с тормозами все очень по-взрослому. Передний, задний. Слушайте, тут каждый лежачий полицейский — это серьезное препятствие. Надо осматривать и пытаться понять, ты брюхом зацепишь на нем или не зацепишь. Просто в колесной базе, считайте, нет. Расстояние между колесиками крохотное. Вот один раз на лежачем чуть-чуть задел и пищем. Я попробую привести мопед обратно в походное положение. А вот вы вместе со мной подумайте, что случилось в 1983 году? Почему продали всего 50 с небольшим тысяч штук? Почему прекратили производство? Потому что все достоинства этой машины по совместительству были ее недостатками. Потому что вроде бы да, она, конечно, компактная, 1,10 м в длину, 25 в ширину, полметра в высоту. Для мопеда, для маленького мотоцикла это крохотные габариты, но когда ты это кладешь в багажник своего маленького хэтчбека, багажника у тебя, считай, больше нет. И вот это уже недостаток. Да, разумеется, по меркам техники с моторами эта штука очень легкая, всего там 42 килограмма сухая масса, а если налить сюда все, что можно налить, получается 45 килограмм. Вроде бы это немного, но когда ты каждый день будешь доставать ее из багажника, а потом класть обратно, ты станешь смотреть на эти 45 килограмм совершенно иначе, да. И это тоже проблема. А потом ты садишься на него, а он едет не больше 30 км в час. Для такой складной крохотулины вообще-то и 30 вполне себе нормальная величина, вроде бы как. Но никогда ты едешь по городу на транспортном средстве размером со пачку сигарет. Понимаете, в чем дело? И то есть получалось, что человек, который покупал себе эту штуку, он, в общем, должен был все время страдать. И когда пытался положить в багажник что-то, кроме своего скутера, и когда его вытаскивал из багажника, и когда клал, и когда на нем ехал, все время он должен был терпеть. А это не то, чем любят заниматься потребители во всем мире и в Японии в том числе. Поэтому не пошло. Но чему нас учит эта история? Это очень интересный случай, когда инженерный гений, так сказать, крупной компании выбрал правильную цель, но при этом взял абсолютно не то направление. Посмотрите вокруг себя в современном городе, что вы там увидите. Вы увидите правильные мотокомпа.
На самом деле эти ребята 40 лет назад хотели сделать электросамокат, но не делая электросамокат. Вместо него они сделали скутер, который в любом случае тяжелее, в любом случае медленнее, в любом случае неудобнее и во всех отношениях хуже. На самом деле решение, вероятно, было доступно уже тогда, просто о нем никто не подумал. И, кстати, некоторые подумали, через 2 года после того, как мотокомпы сняли с производства, на свет появилась очень странная машина Sinclair C5, кажется. И олдскульщики, айтишники навострили ушки и правильно сделали. Это тот самый Sinclair, который делал компьютеры еще до интернетной эпохи. Это было маленькое электрическое средство городской мобильности, которое тоже, разумеется, не получило никакой популярности, потому что еще не настало время. Но, когда вы сегодня выходите на улицу и видите там электросамокат, вспомните мотокомпа. Это удивительная вещь. Гигантская корпорация, вложив всю свою огромную инженерную душу, не смогла найти замены обычному электросамокату, пусть электросамокатов тогда и не было в природе. У двигателя внутреннего сгорания есть ограничения, и только что мы эти ограничения нащупали. Вот такая странная история. Это прошлое, а электротранспорт города – настоящее и, видимо, будущее. Вот такая у меня сегодня вышла история. С вас, как обычно, лайки, дизлайки и, разумеется, комментарии экспертов.